Привет, Арми. Представьте, что вы находитесь посреди моря фиолетового цвета в Мехико, музыка гремит на полную громкость, светящиеся палочки сверкают в каждом уголке стадиона, и десятки тысяч членов армии без остановки скандируют имя BTS. Но среди всего этого волнения был один маленький момент, который мгновенно преобразил весь стадион. Ким Тэхён внезапно перестал петь на мгновение, затем посмотрел на фанатов с нежной улыбкой. Спокойным голосом он попросил членов армии на мгновение отложить телефоны и по-настоящему насладиться вечером с BTS. А еще более трогательной атмосферу сделало то, что Чингук стоял рядом с ним, слегка улыбаясь Тэхёну, словно понимая, что чувствует его друг. Не было ни неловкости, ни гнева, вместо этого весь стадион взорвался еще более громкими возгласами. Многие фанаты почувствовали, что Тэхён не упрекает их, он хотел, чтобы каждый по-настоящему присутствовал в этом особенном моменте с BTS. В эпоху, когда почти все записывается в социальных сетях, простые слова Тэхёна были невероятно трогательными. Казалось, он напомнил им, что лучшие воспоминания порой становятся еще прекраснее, когда их переживаешь лично. Реакция Чингука мгновенно привлекла внимание ARMY. Когда море светящихся палочек снова задвигалось в унисон, Чингук несколько раз взглянул на Тэхёна с гордой улыбкой, а затем подошел к краю сцены, чтобы вместе насладиться видом фиолетового океана. Их небольшое взаимодействие мгновенно привело весь фандом в неистовый восторг на всю ночь. Тем временем все участники BTS показали потрясающее выступление в Мехико. Чимин покорил стадион своим эмоциональным исполнением песни «Эйлернс», продемонстрировав свою невероятную внешность и сценическое присутствие. Джин даже получил новое прозвище от мексиканских фанатов – «Эль Гуапо», и, честно говоря, многие ARMY посчитали, что это прозвище идеально ему подходит. Джей Хоуп продолжал излучать свою яркую энергию по всему стадиону, заставляя фанатов танцевать, даже не замечая этого. RM поддерживал атмосферу своим мощным рэпом и теплым общением с публикой, Шуга был таким же собранным, харизматичным и обаятельным, как всегда. А Чингук? Его выступление в тот вечер действительно затмило все остальное. От его ровного вокала и легко берущихся высоких нот до, казалось бы, бесконечной энергии на сцене, все было невероятно. Несколько раз камеры также запечатлели, как Чингук смотрит на Тэхёна во время концерта. Особенно после момента «отложите телефоны». Их небольшое взаимодействие еще больше растрогало многих фанатов. Но волшебство ночи стало еще более особенным благодаря армии фанатов Мехико. Весь стадион превратился в яркое фиолетовое море, светящиеся палочки двигались в унисон, флаги развивались повсюду, а звуки скандирования фанатов были настолько мощными, что BTS, казалось, несколько раз останавливались, чтобы просто насладиться атмосферой. Каждый раз, когда RM говорил «Gracias», каждый раз, когда Чингук махал рукой с застенчивой улыбкой, и каждый раз, когда Джей Хоуп выполнял свой фирменный прием, стадион мгновенно наполнялся невероятными аплодисментами фанатов. Именно это и сделало концерт той ночи таким особенным. Это было не просто музыкальное выступление, это было похоже на эмоциональный разговор между 7 артистами и тысячами людей, которые любят их безоговорочно. По мере того, как ночь продолжалась, атмосфера на стадионе становилась все более эмоциональной. Фиолетовые огни продолжали переливаться, словно волны, голоса фанатов BTS не стихали ни на минуту, участники группы несколько раз переглядывались, словно не веря невероятной энергии, которую они чувствовали в тот вечер. Когда началась следующая песня, камера вернулась к Тэхёну и Чингуку, стоящим рядом у края сцены. Тэхён слегка улыбнулся, глядя на море светящихся палочек перед собой. Чингук тихонько что-то говорил ему на ухо. Никто точно не знал, что он говорил, но реакция Тэхёна мгновенно привела стадион в неистовство. Он усмехнулся, смущенно опустил голову, а затем мягко толкнул Чингука в плечо. Этот короткий момент, возможно, длился всего несколько секунд, но его было достаточно, чтобы весь фандом обсуждал это всю ночь напролет. И действительно, именно это всегда делает концерты BTS такими особенными. Не только их вокал, не только их невероятная хореография, но и небольшие, искренние взаимодействия. То, как они заботятся друг о друге, и делятся своими эмоциями с фанатами, делает все это теплым и настоящим. Несколько мгновений спустя RM обратился к публике.
Запыхавшись от невероятной энергии концерта, он поблагодарил их на испанском. И как только он произнес слово «Gracias», весь стадион взорвался ликующими криками тысяч фанатов. RM не мог сдержать смех, когда остальные участники гордо улыбались. Даже обычно спокойный Шуга слегка кивнул, наслаждаясь звуками ARMY, наполняющими стадион. Затем Джей Хоуп взбудоражил атмосферу. Он пробежал от одного края сцены до другого, призывая весь стадион прыгать вместе, и, конечно же, ARMY последовали за ним без колебаний. Пол стадиона вибрировал, крики фанатов смешивались с оглушительной музыкой, и BTS, казалось, были полностью погружены в невероятную энергию ночи. Один из самых эмоциональных моментов наступил, когда Чимин вернулся на центральную сцену. Свет постепенно погас, музыка стихла, и лицо Чимина появилось на гигантском светодиодном экране с глубоким выражением. Когда он начал петь эмоциональную часть «Ailerns», весь стадион подпевал. Не просто петь, а по-настоящему чувствовать каждый момент. Затем камера переключилась на Чингука, стоящего позади и наблюдающего за Чимином с легкой улыбкой. Тэхён тоже тихо подпевал, размахивая своим лайтстиком в сторону зрителей. Момент был очень трогательным, словно 7 друзей наслаждались лучшим вечером своей жизни в окружении тысяч любящих их людей. И, конечно же, мексиканские ARMY снова удивили их. В середине концерта весь стадион превратился в море фиолетовых надписей, проецируемых с телефонов и баннеров фанатов, наполненных посланиями любви и благодарности BTS за их возвращение в Латинскую Америку. Когда участники увидели проецируемый объект, их выражения лиц мгновенно изменились. Джин прикрыл рот рукой и недоверчиво рассмеялся. Джей Хоуп несколько раз указал на зрителей, восхищенно восклицая. RM медленно повернулся, чтобы осмотреть весь стадион. Тем временем Тэхён несколько секунд молчал, глядя на море огней с поистине эмоциональным выражением лица. Вскоре после этого Чингук снова подошел к Тэхёну, встал рядом с ним, и они вместе наслаждались проецируемым объектом ARMY. И снова, без лишних слов, их химия была ощутима. По мере приближения к концу концерта энергия стадиона только нарастала. Никто не хотел, чтобы вечер заканчивался. Когда началась церемония закрытия, участники группы обратились к ARMY со своими посланиями. RM сказал, что Мехико навсегда останется в сердцах BTS. Джин пошутил, что, возможно, навсегда заберет домой прозвище «Эль Гуапо» — «Великий». Джей Хоуп сказал, что энергия ARMY в тот вечер была подобна нескончаемому огню. Чимин признался, что нервничал перед выступлением, но любовь фанатов все облегчила. Шуга просто слегка улыбнулся, сказав, что вечер был по-настоящему сумасшедшим, в самом лучшем смысле этого слова. Затем настала очередь Тэхёна. Стадион тут же затих. Тэхён несколько секунд смотрел на толпу, затем мягко улыбнулся и поблагодарил ARMY за то, что они подарили BTS незабываемый вечер. И сразу после этого Чингук широко улыбнулся Тэхёну, нежно похлопал его по спине и взял микрофон. Он сказал, что видеть, как ARMY так искренне наслаждаются концертом, сделало их по-настоящему счастливыми быть на сцене. Многие фанаты сразу же связали этот комментарий с предыдущим высказыванием Тэхёна о том, как он наслаждался концертом, не глядя постоянно в телефоны. И, возможно, именно поэтому вечер был таким особенным. Дело было не только в великолепных песнях, невероятных визуальных эффектах или великолепной сцене. Дело было в маленьких, человеческих связях. В простом внимании, молчаливой поддержке, дружбе и теплых отношениях между BTS и ARMY. Когда наконец зазвучала заключительная песня, весь стадион подпевал так громко, что голоса фанатов почти заглушили музыку. BTS выстроились в ряд перед сценой, обнялись, поклонились ARMY, а затем в последний раз в этот вечер посмотрели на море фиолетового цвета. С неба стадиона посыпались конфетти, фиолетовые огни продолжали сиять, и ARMY продолжали петь, даже когда музыка постепенно затихла. Мехико в тот вечер был не просто концертной площадкой. Это было воспоминание. Воспоминание о музыке, дружбе, любви и невероятной связи между BTS и ARMY.
Возможно, именно поэтому многие не могут перестать говорить о той ночи, потому что некоторые воспоминания слишком прекрасны, чтобы их забыть. А теперь нам интересно узнать ваше мнение. Какой момент на втором дне концерта BTS Earring в Мехико вызвал у вас самые сильные эмоции? Может быть, это был момент, когда Тэхён попросил ARMY насладиться концертом без экранов телефонов? Или легкая улыбка Чингука Тэхёну? Или эмоциональное выступление Чимина в Эйлернс? Или море фиолетового, оживившее весь стадион? Оставляйте свои ответы в комментариях и не забудьте подписаться на ежедневные обновления BTS. Увидимся в следующем видео, и, как и трогательное послание BTS в тот вечер, не просто запечатлейте воспоминания, а наслаждайтесь каждым моментом.